Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас очередной агрогороскоп. Ну а прежде всего мы желаем вам мира и добра. И в каждом доме, чтобы был порядок и много заготовок на зиму. И сегодня мы неспроста подготовили вот очень важный агрогороскоп. Он посвящен заготовкам на зиму в июне 2022 года. Ведь в июне и ягоды, и зелень, и плоды, все это нужно собрать, заготовить, закрыть, заморозить, высушить. Время киевское. Начинается период июня, 1, 2 и 3, с момента, когда нельзя ни сушить, ни замораживать, ни консервировать. Это время, когда Луна находится в знаке Рак, здесь много воды и очень быстро портится продукция. Качество продукции, к сожалению, не очень хорошее при заготовках. Это мягко выражаясь, уже многие знают об этом. Зато, смотрите, 4 и 5 прекрасное время во Льве получается качественная заготовка и сушка, и заморозка, консервация, цвет, вкус, хрустящие огурчики. Вот это время 4 и 5 июня. Замечательный период. Следующий период, когда Луна находится в знаке Девы, начинается с 6, с 9 часов. Желательно все-таки все заготовки сделать 5 вечером, потому что здесь переходное время 6, 7 и 8 практически нельзя заготавливать на зиму продукты впрок. Много есть, поделитесь с друзьями, родными и близкими. Вечером Луна переходит в знак Весы 18-24, но добавьте еще 6 часов, увидите, что лучше в этот период все-таки 8 ничего не делать, зато можно будет смотреть от 9 и 10 до обеда, желательно до где-то 12-13 часов сделать все заготовки, потому что далее вечером в 23:42 начинается время Скорпиона. Особенно если вы закислили огурчики, то вот эта энергия наслаивается, потому что во время Скорпиона вы уже закислили в весах 10, допустим, вечером или в обед. Естественно, вот дальше период идет процесс приготовления тех же огурцов в Скорпионе, и качество не очень хорошее. Поэтому постарайтесь сделать это 9 и 10 до 12, до 13 часов дня, все виды заготовок. Естественно, после обеда 10, 11 и 12 нельзя консервировать, сушить, замораживать, потому что это время стихии воды Скорпион. Зато смотрите, вот какой замечательный длинный период у нас будет. Это время, вот даты такие: 13, 14, 15, 16. Все виды заготовок супер, прекрасно все получается. Это знак Стрелец и знак Козерог. Ну и этот период продолжается еще, смотрите, Водолеи. Прекрасно тоже получаются все заготовки 17 и 18 июня. Зато уже, смотрите, 19, 20 и утро еще 21 нельзя консервировать. Здесь работают энергии стихии воды. В рыбах нельзя консервировать. На длительное время продукты не подходят, не готовятся. Просто они испортятся и взорвут банки, да и качество сушки, да и заморозки не очень хорошее. Далее период такой хороший, начинается 21-го, уже где-то после 10 часов утра. Пожалуйста, можно начинать сушить, замораживать, консервировать. Далее 22, 23 и 24. И это время не завершается. Смотрите, какой длительный период еще. 25, 26. И постарайтесь утром 27, 28 утром вот здесь завершить все виды заготовок. Затем нельзя консервировать. Конец месяца пройдет снова же в знаке стихии воды, в том же Раке. Так интересно, этот месяц июнь будет начинаться практически со знака Рак. Там из Близнецов перейдет в 8:50 утром знак Рак. И здесь также будет в этом же знаке находиться Луна. Но в это время нельзя консервировать, заготавливать и собирать урожай впрок. Только для того, чтобы сразу же на стол подать, съесть и снова же, если лишнее есть, поделиться с друзьями, родными, близкими.
Ну что ж, осталось сделать скрин. У вас есть буквально несколько секунд для того, чтобы это сделать. А тем временем авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик желают всем вам благополучия, хорошего, доброго урожая, благодатной погоды и вкусных заготовок на зиму 2022-2023 годов. Заготавливайте все, все очень вам пригодится. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Будьте все здоровы еще раз. Пока-пока.